Что у вас там происходит? И уже перестань пить. Потому что она уже 2 года очень сильно пьет. А на что она детей-то пьет? пособия есть какие-то? Она их тратила на себя, на пьянку. Отдай мне моих детей! У нее такие страшные крики, что... Вы пьете? Да, конечно, у меня зависимость. Дети должны есть каждый день. Вы дали хоть Хоть копейку? копейку маме вы Сейчас у меня забастовка, не буду я ничего делать. Тебе давно надо лечиться. дали? Крики, вопли детей слышали? Последние 2 года крики усилились. Мы с гостей Диана, ты выходили, достаточно не надо орать сказала. на Дай меня. мне сказать. Я говорю, когда мы выходили, я помню Помолчи, ситуацию. Вы же лечиться Разговаривали. хотели. Диана, Передумали? зачем? Я, если что, там, я не отказываюсь. Она кидается, она бросается. Поскольку сейчас будет доктор говорить, пациента, может быть, позвать в студию. Диан, вы способны выйти к нам еще раз? Добрый день. Дети просят бабушку закрыть дверь на 7 замков, на засов, лишь бы мама не зашла. Я тебе сейчас не сказку про 7 козлят рассказываю, а реальную историю из жизни. Что ж там за чудовище такое, которого Мне дети тоже боятся? интересно. Посмотрим. Сегодня в нашей студии Светлана Новичкова из города Лобня. Здравствуйте. Что у вас случилось? Рассказывайте. Я вас очень прошу, помогите моей дочке Диане, потому что она уже 2 года очень сильно пьет. И я не хочу, чтобы мои внуки оказались в детский дом. Угу. Пожалуйста. Сколько внуков? Вите 8, Леве 7. 2 детей, 2 мальчика. А Да. где они сейчас? Дети живут со мной Давно? с рождения. Мама тоже живет с нами. Так, а что случилось 2 года назад? Почему она стала пить? Она развелась с мужем, и после этого она, видимо, сломалась, и я не знаю, что она очень переживала, что я потом уехала на заработки в Италии, и она осталась одна с 2 детьми. И, видимо, не выдержала это все. А почему они разошлись? Ну, там они иногда тоже выпивали вместе, и они начали уже немножко драться. И она сказала, давай я его выгоню. А Вот кто кого бил-то? он ее. Так, и в итоге дети живут сейчас с вами, а она где живет? На данный момент тоже со мной, но она редко бывает дома. Она может приходить и И пьет. пьет очень. А пьет. она в правах ограничена? Да, но сейчас я являюсь опекуном этих детей на полгода. Вот сейчас заканчивается, я очень боюсь, что их заберут в детский дом. Мне опека несколько раз сказала, что я якобы старая, и заберут этих детей в чужих, отдадут в чужой дом, в чужую семью. Угу. На что вы живете с детьми сейчас? Живу на мою пенсию, 27 тысяч. А как вы выживаете? У меня сестра родная помогает. У меня 2 сестры, они мне помогают. А что за квартира, в которой вы живете сейчас? Это моя квартира. Собственность только я, они просто прописаны. Слушайте, а она как-то помогает вам финансово? Но она же не работает. Подождите, А на что она детей-то пьет? пособия есть какие-то? У нее были пособия, которые она их тратила на себя, на пьянку. А сейчас она вообще ничего не Ну, получает. естественно, она ограничена в правах, какие пособия. А ей алименты Такие же назначены? алименты назначили. Нет, откуда она будет платить, если она не работает? А до того, как она выгнала мужа, она работала. До как вышла замуж, как родила детей, да, она работала. Где и кем? В аэропорте она работала, Кем? официанткой. Мгм. А у нее образование какое-то есть? Нет, она не хотела учиться. Скажите вот еще что. Люди по-разному себя ведут, когда выпьют. Она, я так понимаю, буйная. Она очень агрессивная, и что она кидала в меня и тарелками, и стаканами, и игрушками, и в Так, детей может, у нее было заболевание дело. какое-то есть? Ну, она лежала в больнице немножко с депрессией. Врачи на тот момент
писал Подождите, а депрессию. ей какие-то лекарства были прописаны от депрессии? Были прописаны, врач еще назначил ей проходить какие-то там на голову, какие-то аппараты. Она не ходила, не... Но лекарства, Она начала выпивать, и она, мне это не надо, сама... лекарства она тоже не пьет? Сейчас она пьет какие-то депрессанты сильные, что она, вот когда их пьет, более-менее Подождите, она... она пьет антидепрессанты и на них еще алкоголь? Да, вместе с алкоголем Это кошмар. она их пьет. Слушайте, ну хочется познакомиться с вашей дочкой, но исходя из ваших слов, давайте делать это постепенно. Сейчас посмотрим один фрагмент видео, а потом вы нам скажете, что там происходит, ладно? Хорошо. Обратиться, чтобы меня спасли. Спокойней, пожалуйста. Какой-то человек закрыл мне дверь и препятствует. Иди! Здравствуйте. Только что звонила в службу 112. Собственно, моих детей удерживают в квартире. Хватит, падай. Хорошо. Смотрите, еще раз. Только что приезжали сотрудники полиции. Один хрен. Моих детей удерживают не в моем доме, а в доме моей бабушки. Точнее, моей матери. Еще раз приеду. Вы плохо работаете, что ли? Записывается все? Нет? Вы плохо слышите. Что Все записывается или нет? Это статья удерживания 111. Поэтому вам и надо сказать. 111. Хотите еще статейков вам предъявим? Адрес говорите, пожалуйста. Адрес я не скажу, вы и так все видите. Я ничего не вижу. Еще раз сейчас будем смотреть. Это экстренная служба. Открывай ему дверь! Отдай мне моих детей! Это она приходила пьяная, я боялась, и дети говорят, бабушка, не открывай. Слушайте, она била детей? Ну, могла и несколько раз ударила она их. Они боятся даже просто от ее крика. Вы видите, как она кричит. Она могла еще... У нее такие страшные крики, что я сама боялась. А вы сами не вызывали полицию в таких случаях? Я очень много раз вызвала полицию. И что? И ее могут забирать. Через час, через два она опять. Ну, я могла ей открывать, а могла и не открывать. Или она, пожалуйста, это уже... А вы сюда пришли зачем? Вылечить ее, в тюрьму посадить, лишить ее родительских прав? Что нужно сделать, по-вашему? Я хочу, чтобы ее лечили. А она хочет этого? Кажется, она хочет. Она много раз мне сказала, мама, я не могу. Говорю, давай пойдем в больницу вместе. Она боялась там, в Лобне, идти лечиться. Говорю, я этих врачей там, она боится. Слушайте, а вот вы уезжали надолго, вы говорите, на заработки уезжали? Ну, 6 лет жила. Ну, 2, потом еще 2. И она жила в это время одна с мужем в вашей квартире? Нет, я когда уехала, она жила уже с детьми. А на что она жила? Она жила на мою пенсию, плюс того, что я ей отправляла еще деньги. Вы сказали, что сейчас вы видите в ней проблеск какие-то, что она хотела пойти лечиться, но лобнинских врачей боится. Верно? Да. Вы же не дадите мне соврать. Мы эту программу планировали снимать еще несколько месяцев назад. Но тогда ваша дочь ушла в глухой отказ абсолютно. И у нас ничего не получилось. И сейчас-то наши редакторы 2 дня за ней побегали. Но надо отдать ей должное. Она приехала к нам в студию, давайте ее позовем. Привет, мама. Кошмар. Здравствуйте. Это все правда, что ваша мама рассказала? Нет, по большей части нет. А что вранье? Конкретнее можно вопросы задавать? Угу. Можно. Вы пьете? Да, конечно, у меня зависимость. Зависимость давно? Да, несколько лет. А вы как-то с ней пытаетесь бороться? За моей спиной мама делала нехорошие вещи, вызывала полицию, выставляла меня в нехорошем свете. Перед Вопрос полицией был задан у нас вот это вот опять Вопрос был тоже... задан, при всем уважении, вопрос был задан по-другому. Вы хоть раз пытались излечиться от Да, этой конечно, зависимости? неоднократно. И Как? Каким медикаментозно, способом? и из дома не выходила. Либо чтобы избежать конфликта, я уходила То из есть дома. профессиональной помощи вы не получали? Нет.
Один Хорошо, раз теперь- увезли в Яхрому, Подождите, вы но просили- там агрессивные люди, нехорошие Вы работают. просили конкретные вопросы, да, вам задавать. Я задаю конкретный вопрос. А- Когда вы были ограничены в родительских правах? А я уже не помню, я уже настолько замутненная, Послушайте, что... мы помним, у вас осталось несколько дней, Да я слышала все пару прекрасно. недель, да, Все хорошо и вы слышу. лишитесь детей навсегда. Вас лишат родительских прав. Ну, так я уже лишена, но я маме сказала, вы что ограничены. детей заберут, она останется одна, а я просто уеду куда-нибудь в другой город. Вы зачем к нам на программу сейчас приехали? Вы что хотите? Я хочу, чтобы наказали опеку, КДН и судебных приставов с Одинцовского района, За которые что? 8 лет бездействовали все. А что В они должны прокуратуру были я не делать? ходила, собственно, не писала ни на кого заявление. Ну и потом меня мама начала гасить, потому что я начала потихоньку Подождите, а спиваться. в чем было их бездействие? Что они должны были сделать, по-вашему? Ну, я очень много раз ездила, подавала заявление На кого на заявление? алименты. Бывший муж. На алимент. Бурков Максим, да, Ну. Алексеевич. Ему назначены алименты? Назначили, да, он должник. Вы говорите, что они должны понести наказание. Наказание за что они должны? За понести? бездействие. А что они не сделали? Они его не привлекли по закону. Мгм. Понятно. А вам назначены алименты? А я не знаю, я всегда А я захожу знаю. на сайт А я и знаю. это... Вам назначены алименты, такое у вас тоже копится долг. А раз так, значит, и вас нужно привлечь по закону, нет? Ну, вы согласны? Я работала до 15 декабря. Вам задали вопрос, вы на него опять Я не не ответили. хочу отвечать на вопросы, мне интересно рассказать. И чтобы наказали определенных Давайте так. людей, потому Нет, что жизнь давайте рушит так. мне. В этой студии есть свои правила. Мы задаем Отлично, у меня вам тоже есть свои правила. Мы задаем вам вопросы, вы на них отвечаете. Пожалуйста. Если вы нарушаете закон, вас тоже надо привлечь к ответственности. Я не нарушала закон, я Нет. еще раз повторяю, меня Если вы не гасила платите, мама если вы не неоднократно. платите алименты, которые вам назначены, значит, вы нарушаете закон. Я не обязана этого делать. Я 8 лет помогала себе и своим детям, пытаясь как-то что-то сделать, что-то заработать, какую-то копеечку. Дорогая моя, смотрите, какая история. Благодаря маме лишили социальную выплату. Подождите. А я, извините, не подождите, лошадь. На ее смотрите, пенсию да, жить нет, я тоже вы не сами хочу. сказали, что мозги у вас пропиты, поэтому я буду медленно и 2 раза повторять Ну каждое вот человек не утверждение. пьет, не курит, не употребляет наркотики, но Хорошо. там помутнение рассудка. Можете меня послушать, пожалуйста? Мне не нравится, может, ее проверим? Вас ограничили судом в Потому что родительских повлияла правах. мама на Подождите, это. Это почему нас не волнует? Нужно наказывать людей, которые... Молчать и слушать меня, хорошо? А вы мне кто? Я еще раз, я вам здесь, сейчас, человек, который пытается Ведущий? помочь вам, вашим детям Я и не вашей маме. отказываюсь от помощи, Хорошо, наоборот. тогда Только помолчите. террорист вот сидит. Тогда помолчите. В чем Вопрос. мой Стоп, терроризм? хватит. Разговаривай со мной. Я еще раз говорю, вы были полгода назад ограничены в родительских правах, и вам да. сразу назначили алименты. Вы хоть копейку своим детям заплатили за Я это время? заходила постоянно на сайт судебных приставов. Ну, нет там никакого долга. Мне никто бумажку не давал. Хорошо, Откуда без я должна алиментов. знать про Дети алименты? должны есть каждый день, одеваться, Так, правда, ну, развиваться, ходить в ну, детский пока сад, в кручусь, школу. верчусь, как-то Вы что-то дали делаю. хоть Хоть копейку? копейку маме вы Сейчас дали? у меня забастовка, не буду я ничего делать, потому что она меня загасила. Что ваша мама сделала конкретно? Можете объяснить? Вы ее Вызывала уже... на меня полицию. Ну, если Я вы себя... всегда прошу маму не трогать меня. У вас бывают с утра такие состояния, что вы просыпаетесь и не помните половину вчерашнего вечера? Есть такие моменты, что да, Хорошо, конечно, а не вы можете помню. представить себе, что вы были Вырубаешься прям очень способны хорошо. делать в такой момент? Ну, убивать я никого не собираюсь, но я могу поругаться. Понятно. Вообще на раз, два, три. У нас есть Но только это обоснованно. У нас есть удивительная возможность показать вам себя со стороны. Ой, давайте. Давайте. Ну, ж клоунада здесь. Можно не снимать? Спасибо. У меня нормально все с детьми. Витя! Что у вас там происходит? Ну, вообще все прекрасно всегда. Вообще кайф, вообще невероятный, потому что твои детишки... Не хочу. Витя! И уже перестань пить. Спасибо большое, Витюша. Потому что ты продолжаешь и продолжаешь. Я ей так говорю, не пить, а она все равно как кого об стенку бьет. Витя всегда разговаривает словами бабушки.
Меня мама сейчас убьет. Я не могу больше так жить. Про хобби? У меня картины. Когда мы наедине, они со мной всегда разговаривают. Вот. Когда без бабушки, тоже все хорошо. Но я в этой комнате, а не там. Забрала у меня детей. Она абьюзер, мама. Мне кажется, что... Она не закончила медицинский, и она не стала акушером-гинекологом. Вот. Походу, вмещала зло на мне. Я не знаю. Мама, где ты родилась? Со мной не разговаривай. Ты у меня дома находишься. Не трогай меня. Разговаривать не поздно, у нас сейчас ничего не слышно. А вы хотите с мамой вдвоем жить? Нет. А еще, когда мама была здесь, она нас кричала, то я... Ударяла? Да. Била? Да. Как била? Ну, она в нас кидает бабушку. Чем кидала? Ну, мои игрушки. Игрушками? И автомат. И автоматами? Да. Правильно, что когда мама уходит, вы хотите, чтобы она не приходила? Мы пытаемся бабушке говорить, чтобы она закрыла дверь над пасанками. Мы хотим ее уплатить. Скажите, пожалуйста, Серьезно? вы во время сюжета... Стоп, подождите, Вы теперь во время скажу я, почему я, когда с детьми общаюсь дома, они мне говорят, что любят меня. И Они почему-то боятся это не тебя, показывают. Потому что ты с ними даже в кровати спишь, дура ты долбанутая. Потому что они боятся в кроватике спать. У них есть свое место спальное. Им 8-7 лет, ты с ними спишь. Они боятся. Мне это А не я нравится, не потому что заставляю. ты довела до этого, дебилка. Серьезно? Можно я уйду? Водичку попью. Потому что я с этой дурой здесь сидеть больше не буду. Извините. Боже мой, еще 1000 бабушек тут. Не хочу я туда возвращаться. Вы нам до программы рассказали, как вам живется с дочерью. Давайте посмотрим. С моей дочкой Дианой сейчас действительно невозможно жить. Мы сейчас только в страхе живем, как на пороховой бочке. Ей действительно всегда мы ей мешаем. Ей мешает даже, когда ребенок смотрит на нее. К сожалению, слова обидные я слышала. Чтобы вы сдохли. Было даже и в адрес детей. Зачем я вас родила? Это не норма. Это очень обидно. Один раз даже вот я ей открыла дверь, иду в сторону кухни, а сзади у меня это сапог. Нет, бутылку с сапогом, а я успела закрывать дверь, и она вот даже вмятина есть. А на тот момент ребенок сидел и кушал. Если бы я не успела закрыть, могла бы даже в затылок ребенку этим сапогом попасть. Раньше она получала детские. Я знала, когда она получает эти деньги. Если я в этот день не начиная ей, ребенку срочно надо это, купи, вот смотри, порвано или вот это, то она могла вообще ничего покупать, даже хлеб. Когда я говорю, смотри, говорю, холодильник пустой, или вот ребенку надо какие-то шортики или футболку, она говорит, а у меня денег нет уже. Говорю, ты же неделю назад получала эти деньги, ты что, за неделю все пропила или там погуляла? Это не твое дело. Я стараюсь плакать, когда я одна или когда дети уснут. И вот смотрю на них, и иногда хочется просто не то что плакать, а кричать, как волк на луну. Потому что очень обидно. И я понимаю, что я нужна очень им. Они без меня. Им очень плохо. Я не ожидала такую жизнь на пенсии.
Ты же не была такой, Диана. Так а ты мне лучше не делаешь своими словами вообще У вас ничем. такие отношения с мамой всю жизнь были? Ну, сколько тебя там не было? В целом и в общем, когда ты в Италии работала, я была несовершеннолетняя. 6 лет. Ну, вот и все. Два Росла с и- братом. Ну и там с тетей, с дядей, которые, ну, То есть мама уезжала, вы оставались одна, а брат намного вас старше? на 14 лет. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, мама принимала участие в изгнании вашего супруга из дома? Нет, решение уже было мое, потому что я не знала, как подойти к человеку, с какой стороны. И, как оказалось, проблема не во мне. А потом, когда он открыл рот на мою маму, типа, она должна, я попросила его покинуть помещение просто. И он добровольно ушел тихо? Или скандал был? Ну, пару раз я его вещи выкидывала, как бы, ну, потом он, помню, еще во дворе. Он вас Вокруг бил? машины за мной бегала. Я говорю, не-не-не, пока-пока. Он вас Подождите, бил? то есть вы заступились за маму? Ну, конечно. Ну, вы заступились за Это маму? я могу с ней там ругаться, но при не этом- кто-то там. Да, смотрите, вы за нее заступились, но при этом сейчас вы говорите ей чудовищные вещи даже Да, здесь, потому в что она студии. меня загасила. Я Как? считаю, что это неправильно. Как она вас загасила? Полиция, Объясните. скандалы. Я говорю, я уходила из дома, Диан, чтобы скажите, избежать пожалуйста, это конфликта. мама вам каждый день наливает все-таки, или вы сами? Нет, это моя проблема. Слушайте, ну вы сейчас будете лишены родительских прав и просто не сможете жить с детьми в одной квартире по закону. Вам все равно придется куда-то съезжать. Куда? Не знаю. Идите работать и снимите квартиру. А у нас квартиры что, 20 тысяч рублей сейчас стоят? Я не знаю, сколько стоит у вас квартира. Ну, потому что вас это не касается, у вас другая жизнь. Вы так просто об этом говорите, возьми, сними квартиру, съедь там что-то, иди Ну. работай. Работать мне несложно работать. Так а чё вы не Пусть работаете я даже на 30 тогда? тысяч рублей буду где-то А что работать. же вы тогда не работаете, если вам не сложно? Потому что я сейчас болею. Чем? Алкоголизмом, зависимость. В смысле чем? Мы Слушайте, здесь зачем если вы собрались? болеете алкоголизмом, если у вас зависимость, давным-давно бы нашли бы себе уже в интернете помощь для Нету таких. денег. Нету денег. Дадите деньги. Пошли бы в фонд в какой-то, попросили бы у них Какой? помощи. Много разных фондов. Ну, смотрела, ознакомливалась, но Скажите, кому-то пожалуйста, там вы, я не хочу идти. вы стоите на учете? Слушайте, у вас слишком много претензий. Уже несколько лет прошло, поэтому я тоже забыла, потому что у нас в городе Лобнево, какая бы структура бы ни работала, она беспонтовая. Это лично не для меня. Вообще. У ваших детей есть какие-либо диагнозы? Нет. У меня дети абсолютно здоровые, прекрасные, молодые, умные ребята. Ну, у них развитие речи немножко задержано. ЗПР стоит у них как диагноз? Ну, к неврологу мы лечились. Ну, то Сейчас есть я хожу с задержка ними психического к развития психологу. есть? Да они здоровее, чем половина школы. Нет, они Ну, в здоровые. смысле, У меня даже по справка есть от психике, я имею в виду. психиатра, потому что просили в школу, в садик. Мы сейчас позовем сюда соседку у вашей Я не семьи, наслаждаюсь. Елену Синюкову. Ей, О, по-моему, есть Господи, что нам боже сказать. мой, ее да. сюда притащили. Клоунада. Диана, тебе давно надо лечиться. Детей однозначно с тобой нельзя Покрасивее оставлять. не могла одеться? Привет. Весь подъезд Можно я боится. демонстративно пересяду от них? Хорошо. Вот так вот все. А вы все делаете демонстративно. Да, конечно. Так же, как и моя мама. Так что вы говорите, весь подъезд страдает? Да, весь подъезд страдает. Мне кажется, вы преуменьшаете сейчас ее заслуги. Мне кажется, вся Лобня страдает, нет? Возможно, никому так полиция часто не приезжает, как вот к Диане. Соответственно, ее увозят, но достаточно быстро она возвращается обратно. Буквально через какие-то там Потому что там час-два. адекватные люди работают. И понимают всю ситуацию. Я ее первый раз узнала, когда она была беременная первым ребенком, Витей. Уже достаточно большой срок был, но она была красивая, Опять всё за моей прекрасная спиной. девчонка, беременная. Началось это, по-моему, все после рождения первого ребенка, потому что мы сидели с моей подругой у меня дома, услышали скандалы. Соответственно, снизу живем. Мы поднялись, её там открыл забыла? муж Максим, он был весь в глубоких царапинах, даже были следы крови на футболке, на белой. Конечно. Мы с ним вышли. Он был, как мне показалось, не пьяный. И Максим сказал, что Чего его, кстати, не всё пригласили? в конце Чё беременности, случилось? и добавилась послеродовая депрессия, и Диана стала неадекватная. Мне не Чаще всего она установили первая этот диагноз, нападала так на что, него. ну, не надо тоже Вы, разговаривать. поскольку внизу живете, и все слышно, а крики, вопли детей слышали? Да, конечно. Последние 2 года крики усилились.
маты усилились. Конечно, потому что вы меня И заколебали пьяное со всем состояние Жирохова, ЖК участилось. Победа. Если не пьяное, Она у нас то деятель с просто по перегаром. подъезду, по всему В лифте ЖК. все это чувствуется. Диан, знаете, у нас есть любимая рубрика в этой программе. Главное, не вонючими духами, которые Диан! на весь лифт тоже может вонять. Диана, можете помолчать? Да, конечно. Не обращайте внимания. А у нас есть любимая рубрика здесь, когда мы опрашиваем соседей. Но в этот раз нам пришлось расширить горизонт событий, поскольку мы опросили не только соседей, но и продавцов в ближайших алкомаркетах. Меня там все знают. Я про это и говорю. Я уже даже, бывает, туда не захожу, иду в другой какой-нибудь Давайте мы магазин. посмотрим на экран. Чтобы меня не увидели, блин. И Сашка, он говорит, вот теперь и они все время покупают. И Сашка оплачивает. Я говорю, я не поняла, я сейчас просто их мама нет. Он говорит, там мать говорит. Я, говорит, что если там что-то. Не только пьют, там еще там, не знаю, что он употребляет, что-то, да, что-то такое в этом было. Ну, она такая, понимаете, переменчивая. Она агрессивная, да, нормально. Она может оскорбить и что-то сказать. Просто так правильно. Ну, по внешнему виду плохой. Да, бывает, да, заходит. Утром заходит, вечером зайдет. Соберет. Ну, такое. Вот, но я вам так скажу, она, в принципе, нормальная. Она зависит от с кем она приходит, в каком настроении. Все. Она это что пьет. Я не знаю, что она принимает. Потому что на алкоголь это не очень похоже. Вот. Мне кажется, что-то под чем-то она. Самое первое, куда она долбится, это у моей двери. Спросите, помогите. У нее с бабушкой какие-то ненормальные отношения. Вот. И орёт, конечно, все на весь этаж. Да, дети боятся, да. И, это тоже проблема. И с речью, и бабушка ими как может занимается. Вот. Вы как думаете, они такие дополнительные команды? Да, я думаю, что, конечно. Вот если так, дети явно с ней не в безопасности. Нет, не в безопасности. Мы вышли все, туда, лестницу, и она уже сидела там, фактически спала. Я говорю, холодно, наверное, давайте, может, как-то... Я говорю, Диана, пойдем мы тебя проводим наверх. Она говорит, да, пойдем, тихонько постучалась. Ее мама открыла, и в тот момент, когда открылась дверь, начался просто дикий мат. Она стала драться. У меня прям огромные синяки, она меня повалила на пол, начала там кричать, дети начали плакать. То есть вот эти вот все истории, у нее там, видимо, из-за нервов носом кровь пошла. Пацаны все в крови, я в крови. То есть это вообще, это вот одно из первых разов было, когда мы с ней познакомились. А то, что они выпивали, они не хотят А говорить? почему вы про всех вокруг пытаетесь что-то сказать, но ничего не говорите про себя? У вас соседи Почему не пьют. говорю про себя? Я же сказала четко и ясно про ПДН, опеку, про одинцовских Так что с вами делать-то? про Объясните мне. полицию. Я же говорю, у меня зависимость. что Помогите мне, вы делать-то, же мне что? помочь хотите. Да. То есть Ну. вас надо лечить, правильно я Да. понимаю? Вот Да, смотрите. господи, мы уже тут 3 часа сидим, я говорю только одно и то же. Подождите. Мы нашли человека, который считает, что шанс у вас есть, и вы этот шанс Отлично. обязательно используете, если мы его вам предоставим. Это Только- двоюродная сестра ваша, Света. Еще это овца. О, господи, вот она уж точно не нужна. Я такую сестру никому не пожелаю. Можно я пойду отсюда? Тихо, А то тут с одной успокойся. стороны, с другой стороны, что желание загадывать. Успокойся. Я спокойно. Не надо меня трогать. Я считаю, Да что не надо меня Диане трогать. надо просто дать шанс. Она очень хорошая девочка, она очень хорошая девушка. Спасибо. Она любит своих детей. Просто в связи с ее сейчас состоянием, которое она, к сожалению, не может нести ответственность за свое поведение, вы Тоже сами она все красивая. видели, у нее еще есть шанс. Я вас очень прошу ей помочь. Скажите мне, пожалуйста, при каких обстоятельствах тут дети меня жили должен решать, месяц как у мне вас? Дети жили у нас, потому что Диана в очередной раз шла пьяная. На дороге их чуть не сбила машина С детьми? с детьми. Когда это было?
Нет, просто вызвали расскажи. милицию, приехала милиция, забрала... А кто вызвал? Не знаю, люди, которые Стоп, видели подожди, эту где ситуацию. сбили детей? Не сбили. То, что А чуть не мы сбили. с гостей Диана, ты выходили, не достаточно надо орать сказала, на дай меня. мне сказать. Я говорю, когда мы выходили, я помню Помолчи, ситуацию, пожалуйста. когда у меня детей отобрали. Диана, вам вырвали надо из рук. помолчать Я сейчас, прекрасно потому это что мы не помню. будем слушать Потому что я только послала вас всех в этой нахрен студии. и пошла домой. Но Вы меня хотите задержали. уйти? Вы можете уйти. Забрали у нее С удовольствием детей. вообще просто. Вы же лечиться хотели. Разговаривать. Передумали? Я, если что, там, я не отказываюсь. Я тут. У нее забрали детей, нам позвонил отец детей, он нам помог забрать детей с больницы через органы опеки, но сказал, что ему эти дети не нужны, привез их к нам и благополучно исчез из их жизни в очередной раз. Они у нас месяц-полтора жили у нас, да. Скажите, пожалуйста, А она вот появлялась за эти 1,5 месяца? Она звонила, хотела приехать, но я ей не разрешила. Она потому пьяная что- звонила? Нет, она звонила трезвая. Они ее боятся? Ее, по-моему, все боятся. Очень Вы боятся, не видите, действительно. что ли? Когда она бывает в таком измененном состоянии, я ее боюсь. Ну что она может ударить? Она дерется, она кидается, она бросается. То, что она обзывается, это цветочки. А она на детей тоже бросалась? Раньше она не бросалась, но последнее время она, да, начала поднимать вот руки. уж раз мы про детей заговорили, давайте их и послушаем. Мы думаем, что она нас не любит. Мама на нас кричит. Мы ее боимся, и мы хотим, чтобы ей построили будку. Она никогда не была хорошая. И она только курила и пила водку. Постоянно она в своей комнате. Там воняет пекарь. Она еще пьет коньяк, нас ударяет. Мама пришла домой прямо в ее комнату, она нас отвела и на нас кричала. И потом она нас отвезла в коридор, где лифты, и она меня ударила об стенку. А я ей в ответ сказала: отвали и иди спать. Нет, не пошла, все равно начала кричать. А я с бабушкой сплю, а Витя тоже с нами. Просто я без Пашки никак не могу уснуть. Мы в суд пойдем, скажем, чтобы одна с мамой, а детей нажала, а мы с бабушкой шли. Скажите мне, пожалуйста, с младшим вы окулиста были хоть раз? Была, недавно была. И что? Назначили, что полгода он ходил с одним глазом Ну и закрытым. почему он не ходит? Ну, мы сегодня не одели, он не хотел одевать. Ну хорошо, они занимаются у логопеда? Да. А еще у кого? Ну, маленький его в этом году что-то его не записали к логопеду в садик, а Витя ходит в школу То на есть у вас кружок младший логопеда. ребенок нигде не лечится? Он и нигде, потому что заведующая не дала нас. Я Что попросила- значит заведующий? Ну а вы на что? А у Заведующий- меня нет денег на платные, а в садике они бесплатно ходили. Дети ужасно запущенные. Они выглядят как два волчонка из неблагополучной семьи. Вот когда мы маму видим, там понятно все. А когда смотришь на бабушку, никогда не скажешь, что дети такие недосмотренные. У них однозначно, вы правильно сказали, задержка речевого развития, но она не сама по себе. Она идет в составе задержки психического развития. И детям обязательно нужно занятие с нейропсихологом, с логопедом, с дефектологом, поддержка невролога и, возможно, психиатра. Светлана Ефимовна, вы сейчас вырыли себе такую небольшую могилку по отношению будущего детей, потому что совершенно очевидно, что детям нужна профессиональная помощь. Вы как опекун сейчас, Не пусть временно, справляетесь с этим. но опекун не можете предоставить им, не знаю по каким причинам, эту помощь. Следовательно, ваши опасения не Вы напрасны. вышли сюда тоже. Вы говорите, она неадекватная, она на всех кидается. Но ей надо дать шанс. Кто ей этот шанс должен дать? Кто?
Ну, я считаю, что ей нужно помочь, все-таки постараться. Как? Ну, не совсем, ну, я не знаю. Отправить ее на лечение, назначить, куда-то запереть ее, чтобы она не могла Вы просто такие все интересные, вы все ее родственники, я вам напоминаю. Но почему-то кто-то должен пойти и отправить ее на лечение. Кто-то должен ее взять и где-то запереть. Кто-то. Вот вы, кто-то, разберитесь с ней, пожалуйста, только бы не мы. Она по закону ограничена в правах, абсолютно точно ее лишат прав. Все, дети защищены от такой ненормальной матери. Дальше плевать, как она будет жить. Вы родственники, на Я с ней что? пыталась, я с ней разговаривала, я ее направляла. пыталась, Но сколько она, раз. когда пьет, она не слышит. Такая неадекватная, значит, женщина проживает в одной квартире с детьми. Органы власти поставили на контроль. Они приостановили ее в правах, но они вообще дальше не интересуются судьбой детей. Абсолютно. Поэтому вот только в этой части, конечно, мы незамедлительно направим запрос. И здесь надо проводить послужебную проверку. К сожалению, органы опеки не дорабатывают. Это очевидно. Сегодня вскрылась эта ситуация. Вот этой ситуацией сейчас займутся. Будем надеяться, что после выхода этой программы органы опеки проснутся, проведут проверку, выйдут, посмотрят, как обстоят дела у вас дома. Но абсолютно однозначно, что мать надо признавать недееспособной, надо устанавливать ей диагноз, ее надо ограничивать от общения с детьми. Ну, давайте попробуем вам как-то посодействовать. Ну, смотрите, вы мне пишете заявление, берете внуков, и вас абсолютно безвозмездно, у нас есть очень много центров помощи женщинам с детьми, вы сейчас официальный опекун, и с ребятами, с внуками уезжаете жить туда. Там и год можно жить, и так далее. Вот сейчас прям оставляя ее в квартире. Если вы на это согласны, я уверен, что в том числе для того, чтобы пройти и школу родители, и вот все эти недочеты по здоровью и так далее, там специалисты работают, это бесплатно. Ну, вот. И если согласны, то и дети будут сейчас в безопасности, с одной стороны, и у вас, может, будет еще один плюс к тому, чтобы потом претендовать на их дальнейшее воспитание. Вы готовы? Вот такое предложение. Тогда я согласна. Шикарно. Ради детей я на все пойду. Значит, поскольку сейчас будет доктор говорить, пациента, может быть, позвать в студию? Диан, вы способны выйти к нам еще раз? Спасибо. Вот перед вами доктор, он врач, психиатр и нарколог, и не из Лобни. Я бы хотел, прежде чем предложить эту помощь, уточнить, какая именно помощь нужна. У меня есть зависимость алкогольная и психологические проблемы. Хорошо. Благодаря передаче «Мужское и женское», как обычно, всем героям я выписываю направление для того, чтобы они могли пройти курс, рекомендованный Минздравом, диагностика, подбор психофармакотерапии, лечение в условиях специализированного стационара. Добро пожаловать. Супер. Единственный нюанс. Все это добровольно. То есть глобально, если вы сейчас согласны, вы можете поехать. Если завтра вы передумаете, вы сможете уехать. Могу я это завтра сделать? Как угодно. 9 месяцев нужно быть трезвой, чтобы достичь ремиссии от алкоголизма. Да. Это делается с помощью стационарного лечения и амбулаторной программы. Да, я хочу. Потому что мне это необходимо, потому что у меня просто больше здоровья нет. Все, отлично. Если вы завтра пойдете лечиться, я буду думать, что я ошибался в своих прогнозах по вашему поводу. Но что-то мне до сих пор подсказывает, что этого не произойдет. Мне ничего никто помочь не может. Коля, значит, ваш сын убежал. Да. Друг Анатолий у меня немножко его наругал. Повысил на него голос. Потому что он пришел поздно. А Толя кто ему, чтобы его ругать? Просто мой хороший друг. Они все вместе просто начинают повышать на меня голос. Это что за прожиточный минимум? Я не поняла. Ты видела вообще его? С кем ты живешь? Зачем вам нужны дети Ольги? Коля живет у меня. Он от них бежит. Оли нету в их жизни. Вообще? Её нет. Она выпила, спит. Проснулась, поела, спит. Я хочу помочь Оле вернуть детей. Давай ты завтра договоришь, сел. Вернуть детей куда? Домой. Если вы останетесь, дети не придут. Сказали, что ты будешь, как его отец. Вы на себя в зеркало посмотрите. И вот там на видео это вы ножками перебираете? Не знаю, Оля, не знаю откуда, что. Есть еще одна женщина, которая вашу жизнь наблюдает очень пристально. Кто И она это? считает, что вам уже помочь нельзя.